Ну не буду, короче, я тут рассказывать сейчас, какой я классный пацан. На самом деле все закончилось ожидаемо. В какой-то момент я не поднялся. Вот, и где-то метров 600 я спускался только что с задом. По времени это все заняло где-то часа 2. Поверху было очень тяжело. Поверху я 10 метров проезжал задом, выходил, смотрел. Заходил, смотрел, куда брать, как идет дорога. Потом заходил обратно, проезжал 10 метров задом, опять выходил, смотрел. И так, наверное, раз 30 по 10 метров. Вот. А тут уже было 2 фонаря и отбойник. И уже чуть-чуть полегче было. Вот. Ну, без викинга все хорошо стало. Продолжение чудесной поездки в Ляпляндию. А, Дедушка Мороз. Так, заехал я вчера в такой кармашек. Что у нас тут по дороге? Видите, идет шлейф снега, поднимается за ним. Снег легкий, хороший, хрустящий. Ой, это хорошо. Значит, в нем нету влаги. Стою, кстати, в футболке. Хожу, не холодно. Минус 2 градуса. Не холодно совсем. Вот, разложил я 5. Первые 2 вот это называются ледяные. Их не особенность, что они с шипами. И идет прямой или так зигзагом зубья. Это на трейлер. Вот это левая и правая на трейлер. А вот это так называемая рулевая. На ней мелкая. Ей сцепление не надо. Ей надо. Ей держать не надо. На нее нагрузки особой нету. Надо, чтобы она впилась. Она вот мелкая цепь на ней идет. Вот, но она такая, типа кусючка. Типа с маленькими шипами. Вот. Ну что, пойду остальные 2 доставать. Как бы квест продолжается. Я тут место почистил. А вот трактор заглох за мной. Смотрите, какие у него цепи. Заглох солярка летняя. Замерзла солярка. Он тут начал убирать. Убирал. И замерз. Вот. Вот это называется ледяная цепь. Видите, какие зубья? Это здесь типа стандартный набор заводской. Я так понимаю, что он здесь живет. Поехал за соляркой. Ковш поднял, чтобы видно было. И убирал. Убирал здесь снежочек у себя на заезде. Я у него спросил, говорю, мешаю, не мешаю. Он говорит, не мешаешь. Нормально, стой. А вот тут вот лежат 2 цепи, которые не могли найти. Которых не хватало. Они лежат вот здесь вот канистра. В канистре мешочек, в мешочке 2 цепи. Вот здесь вот это звено должно быть вот так вот закреплено. Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь. И должно быть 2 замка. И вот этот вот замок, вот так вот, должен цепляться один с одной стороны, второй с другой стороны. А полумесяцами натягиваться сама цепь. Вот это, вот в таком виде, это целая цепь. Вот это порванная цепь. Это вообще хлам. Это тоже, это целое, и вот это целое. 2 цепи целые. Вот это порванная. Та же самая история. Ну, а тут вы сами все видите. Тут как бы ничего говорить. Короче, я стою, у меня машина стоит мордой на подъеме. То есть я назад без проблем могу съехать. А сзади меня есть заезд во двор, в дом, на который можно загнать прицеп. И прицеп меня выталкивает обратно на это место. То есть я могу, в принципе, ездить вперед-назад вообще без проблем. Я сегодня с утра решил попробовать. Я загнал прицеп туда, на эту горочку маленькую. Ну, я спустился, но оставил так, чтобы у меня он стоял на подъеме. Попробовал тронуться. Заполировал пару раз. Ну, как бы до... Снег в лед быстро заполировал. Понял, что это бессмысленно. Сдал еще назад метров 10. Загнал прицеп наверх. И быстренько обратно на то же место, где стоял. Раз, заскочил и все. И у меня сейчас есть возможность вперед-назад ездить. Так что я вообще очень хорошо стал.
Жду, пока купят новые цепи, и сейчас должны купить и привезти. И буду одевать и двигаться дальше. Вот. Приехал Викинг. Ну, приехал не ко мне, а приехал просто. Стал рядышком. Вот. Какая махина. Вот это Викинг. No problem. $530 DAF Евро 3 пятиосник. 5 осей, шипованная резина. Офигеть, какой он. Короче, надели цепи, привезли мне 2 ледяных цепи нормальных. Одели, я теперь как Шумахер тут гоняю по этим склонам. Да ты что, с цепями вообще совсем другое дело. Вибрация, правда, из-за цепей. А говорит, на цепях быстро не едь. Я пишу 30 километров, ну пишу на прицепе. Говорю, 30 километров, он говорит, не больше 60. Пойду покажу вам цепи свои новые. Покупочку, приобретение. Вот такие 2 цепи новенькие, называются они ледяные. Одели их 2 за 30 минут. Мне помогли немножко, ну показали, как правильно одевается, все проверили, все зацепили. Цепи мне очень нравятся. На них я уже поднялся, перевал я этот уже проехал. Вот, вон эта гора красивенная. Внизу я там под ней стоял, под этим склоном. Hello. You have vodka? What? Vodka. No. Beer. No. Empty. No. Bye-bye. Короче, там пацик на комбайне, на тракторе вот этот, который заглох. А он такой подходит, типа, зажигалка есть, you have fire. Я говорю, окей, yeah. Зашли, я ему дал зажигалку, он подкурил, я говорю, you loving beer? Он говорит, yeah. Ну и, короче, я как бы стандартный набор. Многие, кто шарящие, сейчас поймут, о чем я. Вот, я ему стандартный набор весь отдал за недорого. И он, причем, он уехал сначала, а я ему говорю, слушай, говорю, ну, свистнул, говорю, иди сюда. Он подходит, я ему говорю, it's present for you. Даю пачку сигарет ему. Он говорит, thank you. И поехал домой. Приехал, видать, взял наличку. Ну и, короче, взял и все забрал у меня. А это, видать, его или друзья, или, ну, которым он рассказал. Он такой уже немножко приехал второй раз заводить свой трактор, такой нализанный уже немножко. Вот. У них машины такие чистенькие, как будто они тут не ездят. У меня самосвал весь грязный, в снегу. 8 градусов. Ёпаный свет. Прости тебя за мой французский. 8 градусов. Как тебя пилить? Как тебя пилить? Я... Сейчас сразу 6-ю включаю и ничего не хочу выдумать. Все посыпано. Да, такая жопа мира. На самом деле здесь очень красиво, но ехать тут не так легко. Особенно сейчас. Дорог даже нету. Вот этой дороги... А нет, эта дорога есть. Смотри, такая колонна чудесная собралась. Ну, ребят, простите. Ничего с собой не могу поделать. Вот прям я мечтал ехать 50 км в час. Тоже. Тем более знак он 70. Так, 40. Ну тут я соглашусь с вами. Сам соглашусь. Где-то тут живет Дед Мороз.
Ну, этот Санта Happy Christmas. Видите, как опасный участок дороги. Вот он подготовленный. Там, где не опасно, там, где знают, что ничего опасного нету, там вообще ничего не сыпят, ничего не делают. Новую дорогу какую-то делают. Камни кладут сначала. Офигеть. А, и мост делают. Деревянный каркас сначала, потом залезут. Офигеть. Вот вам техника, посмотрите, как ребята работают. Работает тут раз, два, 3 человека я увидел. 3 человека. За день не будет этого ни снега, ни земли, ничего. А в общем сложности эту дорогу делают 15 человек, но они все работают. Каждый своим делом, у каждого своя техника, у каждого свой инструмент. Разгонюсь с 40 на 45. Че уж скромничать, буду лететь как пуля. Стоит радар. Жесть. Камера стоит, на скорость ловят. Тут ограничение 80 км в час. Я не знаю, какую резину надо иметь, какую машину, чтобы здесь 80 км в час лететь. Да ладно, черт с ним, ну разогнаться можно и до 350. Вопрос, как тут залетать в этот поворот. Вот тут цепи нормально работают. Тут лед, реально лед. По льду они хорошо, они даже не стучат, не скрипят, ничего. Их не слышно, не видно. И ехать с ними хорошо по льду. Это восхитительно. Это все, что находится и слева, и справа. Даже фильтр поляризационный не нужен. Вы видите то, что вижу сейчас я? Я надеюсь, вы сейчас видите то же самое, что вижу я. Благо есть стедикам. Я даже не смотрю в ту сторону, сейчас снимаю. И я знаю, что я сейчас как не буду крутить палкой, все равно она снимет его нормально, потому что камера... А нет. Не снимет оно нормально, потому что крышечка одета. И туман стоит. Дымка такая. Офигеть. «30 километров до точки выгрузки». Наташка пишет, ехать час 42. Наталья, вполне возможно, вы правы. Жесть, мне на вот эту гору надо будет заезжать. Я написал и решили, что надо разворачиваться, ехать обратно не через перевал, а там понизу через населенные пункты. Вот, буду сейчас искать, где развернуться. Пытаться развернуться и ехать обратно. Мне бы паркинг какой-то, мне бы что-то где-то. Благо у меня цепи есть. С цепями как-то уже полегче. Так, ну тут развернуться без шансов. И тут я не заеду во двор. Где то самое место, куда я могу запихать свои 13, все свои 13,6. Ох, Наташка, чаревница затейница. И как я, по-твоему, здесь вообще должен заехать?
Так. Первая пониженная. Не рвать цепи, не рвать цепи, не рвать цепи, не рвать цепи. Есть. Поднимаем ленивца. Я здесь не выкручу. Хотя нет, может и выкручу, но мне надо сейчас завернуть его. Крепче завернуть его. Может я даже вытолкаю, у меня 5 метров. Ай, холодно! Ай, да холодно! 5 метров, да? Оп. Так. Включаем заднюю. Теперь включаю первую передачу. Затягиваю его еще сюда. Пока вроде все по плану. А тут летит. Порвалась цепь. Одна. Что порвала? Раз порвала. И два порвала. 4. В 4 местах порвала зубья. Проехать чуть-чуть вперед и стянуть их по центру. Так, у меня есть вот такие чудесные длинные нейлоновые хомуты. Пойду ими повяжу все. Так, ну это лучше, чем ничего. Вот так вот получилось. Оторвыши теперь хотя бы не летают, не скачут. Вот. 98 километров за сегодня проехал. Понятно, что это все временно. Если продержится хотя бы какое-то время, уже будет лучше. Наташка, нет, я не в ту сторону еду. «35 километров еще ехать». Чего она меня повела направо? Зачем она меня повела направо? Наталья, что вы наделали, а? Оп, 6,6 километра. Я бы уже на месте был бы. Ребят, я не знаю, что это, но это очень красиво. И очень страшно. Красиво, потому что очень красиво. А страшно, потому что очень тащит вправо. Стоит вода, светит каким цветом, таким зеленоватым, красивенным оттенком, и стоят облака над водой. Высота над уровнем моря 34 метра. А тут цивилизация, тут асфальт, тут автобусы едут. Банкоматы, магазины. Добрался наконец-то на место выгрузки. Зашел, сказали, что завтра будут разгружать меня. Хотелось бы радоваться, что все сделано, все готово, а нет. Мне-то столько же теперь обратно ехать. Мне 400 километров ехать по Северной Ялте. Я вот не знаю, но вот мне почему-то такое впечатление, это тупо Ялта с таким вот слоем льда и с 3-метровым слоем снега, в которую надо заехать на загрузку, на разгрузку. Местные, не каждый водитель хочет сюда ехать. Местные, которые отсюда, пацаны говорят, местные, которые ездили сюда, не все хотят сюда ездить.
на подготовленных нормальных машинах, на резине, на бомбах. И с полуприцепом не идут в основном с прицепами. Так нагрузка на заднюю ось лучше. И все практически ходят с прицепами. Все, до завтра.